Зеленский срочно прилетел к Макрону за помощью. Европейцы обсуждают переговоры с США и Россией и поставки оружия Украине. Экс-командующий ВСУ Валерий Залужный призвал подписать мир, чтобы укрепить страну, не отказываясь от НАТО и размещения ядерного оружия. Трамп подтвердил разговор с Мадуро, но не отказался от идеи военной операции против Венесуэлы. МРТ Трампа, президент США, пообещал опубликовать полные результаты, ему скрывать нечего. Украина ответила Казахстану за удар по терминалу, резко и по пунктам. Результаты выборов в Кыргызстане без сюрпризов, но и без энтузиазма. Папа Римский в Ливане призвал не бежать из страны, несмотря на войну и разрушения. Здравствуйте! Здесь только то, что важно, и то, что влияет на всех нас. Подпишитесь на канал «Один день». С вами я, Андрей Данилевич. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж и встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров стороны обсудили детали возможного завершения войны в Украине и вопросы гарантий безопасности по итогам переговоров делегаций США и Украины во Флориде в воскресенье. Вместе с Макроном и главой украинской делегации в США Рустемом Умеровым Зеленский провел онлайн-встречу с премьером Великобритании Киром Стармером и спецпосланником США Стивом Уиткофом. Обсуждались ключевые шаги по координации действий и планы дальнейших контактов между командами Украины и партнеров. Сейчас особые дни, когда многое может, действительно многое может измениться. Причем каждый день, вчера были переговоры украинской делегации в Америке, завтра, как мы все знаем, представитель президента США будет в России. Мы очень стараемся закончить эту войну, и нужно закончить ее достойно. И если сейчас все будут работать не просто активно, а честно, ради мира и именно ради гарантированной безопасности, то у нас может получиться именно так, как нужно Украине, Европе. И также, я уверен, Америке для долгосрочных интересов демократического мира. Хотя иногда кажется, что каждый сам по себе, Америка, Европа, мы все одинаково, поверьте, одинаково нуждаемся в безопасности и нормальном экономическом развитии. И это наш общий интерес. Итак, общий интерес – жить без войны. Россия должна закончить эту войну, которую она сама начала, и которую она же продолжает. Это только ее война. Как я уже говорил, в ближайшие дни состоятся обсуждения между американской и российской делегацией. По итогам этих обсуждений будет обеспечена ясность относительно того, желает ли или нет Россия двигаться вперед. Что касается нас, мы продолжим поддерживать все усилия по установлению мира. Между тем, мы продолжим поддерживать усилия сопротивления Украины. Мы продолжим санкционировать Россию, поскольку это вопрос нашей последовательности и вопрос нашей безопасности. Переговоры украинской и американской делегации во Флориде были последним шансом Украины склонить Стива Уиткофа и Джареда Кушнера на свою сторону перед тем, как они отправятся в Москву на переговоры с россиянами, отмечает информационное агентство Bloomberg. Встреча специального посланника президента США Стива Уиткофа с Владимиром Путиным состоится во вторник, 2 декабря, уточнил спикер Путина Дмитрий Песков и добавил, что произойдет это во второй половине дня. Да, действительно, встреча с Уиткофом планируется на завтра. Он, собственно, сам вчера об этом сказал. Мы уже говорили, что ради успеха процесса, а мы заинтересованы в успехе, мы не намерены вести это в мегафонном режиме. И не намерены вести никакие обсуждения через средства массовой информации. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что предстоящая неделя может стать поворотной для дипломатии вокруг Украины. Об этом она сказала на встрече министров обороны ЕС в Брюсселе. Каллас также добавила, что в понедельник проведет переговоры с министрами обороны и иностранных дел Украины, чтобы согласовать позиции на фоне активизации дипломатических усилий. Очевидно, что Россия не хочет мира, поэтому нам нужно сделать Украину максимально сильной, чтобы она могла постоять за себя в это крайне тяжелое время. Эта неделя может стать поворотной для дипломатии. Вчера мы услышали, что переговоры в США были трудными, но продуктивными. Их итогов мы пока не знаем, но сегодня я поговорю с министром обороны Украины и министром иностранных дел Украины. Для нас важно, чтобы гарантии безопасности для Украины были серьезными. Ничего об Украине без Украины. Мы видим, что Украина готова к переговорам. Она демонстрирует это каждый день.
Мы также хотели бы, чтобы Россия отказалась от своих максималистских требований, которые фактически равны капитуляции Украины. Это, разумеется, неприемлемо. Люксембург поддерживает Украину с первого дня войны и будет продолжать. В этом году наша военная помощь Украине стала самой большой с начала вторжения. Я только что объявил, что мы выделим еще 250 миллионов на поддержку Украины в рамках инициативы ПУРЛ. Каждый день мы видим тяжелые авиаудары по Украине. Мы видим разрушительное воздействие этих ударов на энергетику, а также на повседневную жизнь украинцев. И единственный способ помочь Украине быстро — поставлять вооружение из американских запасов, ракеты ПВО, F-16, боеприпасы, то, что Украине нужно больше всего. Мы можем поставлять это через инициативу PRL, и именно поэтому Нидерланды выделяют еще 250 миллионов. Позвольте ясно сказать, Россия не смогла достигнуть своей стратегической цели — захватить весь Донбасс этим летом. Но сейчас критически важно усилить поддержку Украины. Мы приветствуем документ Еврокомиссии и считаем, что пришло время использовать средства от репарационных кредитов на поддержку Украины. Это ключевая позиция Швеции — использовать эти репарационные фонды, потому что украинцам нужны финансовые ресурсы, чтобы продолжать борьбу, которую они ведут блестяще и очень мужественно. Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины и нынешний посол Великобритании Валерий Залужный заявил, что даже длительное прекращение огня без полной победы может дать Украине шанс на восстановление, реформы и возвращение граждан. Однако, по его словам, быстрый мир в нынешних условиях неизбежно привел бы к поражению и потере независимости. В колонке для британской газеты The Telegraph Залужный отмечает, что большинство войн в мировой истории завершается не абсолютной победой одной из сторон, а длительными паузами или взаимной истощенностью. Он подчеркивает, если говорить честно, победа для Украины – это распад Российской империи, а поражение – полная оккупация страны. Все остальное он называет лишь продолжением войны. По словам посла, даже временное прекращение боевых действий могло бы дать Украине возможность для глубоких реформ, экономического роста, борьбы с коррупцией и построения справедливой судебной системы. Но при этом он предупреждает, нынешняя ситуация для Украины чрезвычайно сложная, и за быстрым миром сегодня стоит только разрушительное поражение. Более того, добиться такого мира России также сложно. В Москве придется объяснять масштаб человеческих потерь. Залужный подчеркивает, что предпосылок для окончания войны пока не существует. Международное право де-факто не действует, а заключение любых соглашений без реальной гарантии безопасности он считает невозможным. Такими гарантиями могли бы быть вступление в НАТО, размещение ядерного оружия или крупного военного контингента, способного сдерживать Россию. Но ни один из этих вариантов сейчас не рассматривается. Поэтому, считает Залужный, война будет продолжаться не только на фронте, но и в политической и экономической плоскости. Главная долгосрочная задача Украины, по его словам, лишить Россию возможности совершать акты агрессии в будущем. Статью Валерия Залужного прокомментировал, в частности, сенатор-республиканец Линдси Грэм. Я с большим интересом прочитал статью бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного об истории конфликта на Украине и о том, как действовать дальше. Изложение истории агрессии России против Украины было точным, и последствия плохой сделки для Украины и мира, на мой взгляд, были столь же верно оценены. Однако предлагаемые в этой статье гарантии безопасности для Украины выходят далеко за рамки возможного. В это критическое время крайне важно, чтобы любой анализ соответствовал критериям того, что разумно достижимо. Упомянутые гарантии безопасности, включая вступление в НАТО и размещение ядерного оружия в Украине, по моему мнению, неприемлемы. НАТО готовится к противостоянию с Россией в условиях ограниченной поддержки США. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, Вашингтон постепенно выводит войска из Европы и смещает фокус на Азию. Поэтому Альянсу, возможно, придется рассчитывать в основном на собственные силы. Недавние крупные учения в Румынии показали, европейские армии под командованием Франции уже отрабатывают оборону практически автономно. Учения одновременно выявили и слабые места, прежде всего в логистике, системе ПВО, разведке и дальнобойных ударах. Именно в этих сферах Европа все еще серьезно зависит от американской поддержки.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что удары по объектам в порту Новороссийск не направлены против Казахстана или третьих стран, а являются частью оборонительных операций против российской агрессии. В МИД подчеркнули, что Украина действует в рамках 51 статьи Устава ООН, системно ослабляя военный потенциал России и лишая ее средств для ведения войны. Единственным источником угрозы в Черноморском регионе остается Россия. После этих ударов Министерство энергетики Казахстана заявило о срочном поиске новых маршрутов для перенаправления экспорта нефти, чтобы минимизировать риски. А тем временем Кремль прокомментировал удар по терминалу в Новороссийске и удары по танкерам российского теневого флота, который используется Кремлем для обхода международных санкций. В данном случае, конечно, это вопиющий случай, потому что речь идет, как вы правильно сказали, об объекте международного значения и с международным участием. Тем более в территориальных водах Турции на коммерческие суда, на танкеры. Этот случай вопиющий случай, тем более это посягательство на суверенитет Турецкой Республики, это посягательство на безопасность и собственность владельцев этих судов. Поэтому это лишний раз показывает суть киевского режима. Украина в ответ Казахстану также напомнила, что Астана не осудила удары Кремля по гражданским объектам в Украине, включая жилые дома и энергетическую инфраструктуру. Например, 28 ноября Россия провела 9-часовую комбинированную атаку по Украине, оставив без света более 500 тысяч жителей Киева и свыше сотни тысяч жителей Киевской области. Центральная избирательная комиссия Кыргызстана опубликовала предварительные итоги досрочных парламентских выборов, прошедших 30 ноября. Явка составила менее 35%. Из более чем 4 миллионов 200 тысяч зарегистрированных избирателей проголосовали около 1 580 000 человек. По данным ЦИК, парламент обновится меньше, чем наполовину. Примерно 51-53 депутата из 90 сохраняют мандаты. Большинство мест получают политики, лояльные президенту Садыру Жапарову. Вот как прокомментировала итоги выборов делегация международных наблюдателей от ОБСЕ. Основополагающие свободы, выражение мнений, объединения и мирных собраний, хотя и защищены Конституцией, на практике все больше ограничиваются новым репрессивным законодательством и его применением. Недавние фундаментальные изменения в правовой базе ввели новые рамки в избирательную систему и новое разграничение округов, а также дополнительные ограничения на участие кандидатов. В итоге, участие политических партий оказалось значительно сокращено. Позитивным является то, что новая система предусматривает 30 мандатов, по одному на округ, зарезервированных для недостаточно представленного пола, и 41% кандидатов составляли женщины. Администрация выборов пользовалась доверием благодаря своей технической компетентности и ввела меры для повышения прозрачности принятия решений. Напомним, выборы назначили после решения парламента о самороспуске в сентябре, чтобы избежать наложения кампаний 2026 и 2027 годов. Голосование проходило на фоне энергетического кризиса, давления на оппозицию и снижения роли Жогоргу Кенеша. В этом году страна перешла от партийных списков к мажоритарной системе. От каждого округа избираются по 3 депутата. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что разговаривал с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, но не стал раскрывать детали. Ранее СМИ сообщали, что разговор касался возможной встречи лидеров США. Это происходит на фоне сохраняющейся жесткой риторики Трампа в отношении Каракаса, хотя он не исключает дипломатического пути. В субботу Трамп объявил, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг страны следует считать полностью закрытым, не уточнив деталей, что вызвало тревогу в Венесуэле. По Венесуэле можете рассказать подробнее, почему воздушное пространство над Венесуэлой должно считаться закрытым? Потому что мы считаем Венесуэлу не очень дружелюбной страной. Они отправили миллионы людей, действительно миллионы, и, вероятно, даже больше. И многие из этих людей не должны быть в нашей стране. Из тюрем, из банд, из наркокартелей. Все эти люди, которые попали в нашу страну, не должны были здесь оказаться, создавая множество проблем и наркотиков. Ваше предупреждение означает, что воздушный удар неизбежен, или нам не стоит так это трактовать? Не надо ничего в это вкладывать. The New York Times сообщила, что у вас был телефонный разговор с Мадуро. Это так? Я не хочу это комментировать. Ответ — да. И можете рассказать хоть... Нет, не могу. Господин президент, вы бы сказали, что разговор прошел хорошо? Я бы не сказал, что хорошо или плохо. Это был телефонный звонок.
Можете сказать немного об ударах и спорах вокруг министра обороны Пита Хексета? Я ничего об этом не знаю. Он сказал, что он этого не говорил, и я верю ему на 100%. Вы не знаете, был ли второй удар? Тот, что убил 2 человек. Он сказал, что он этого не делал? Вас бы это устроило, если бы он все-таки сделал? Он сказал, что он этого не делал, так что мне не нужно принимать это решение. Президент США Дональд Трамп пообещал опубликовать результаты своей магнитно-резонансной томографии, проведенной в октябре. Ранее за состоянием здоровья Трампа следили особенно внимательно, и ведущие демократы призывали к раскрытию данных МРТ. Одним из инициаторов этого требования стал губернатор Миннесоты и бывший кандидат в вице-президенты от демократов Тим Уолтс, с которым Трамп в последние месяцы обменивался резкими заявлениями. Уолтс утверждает, что Трамп физически слаб и ставит под сомнение его умственные способности. Американскому президенту предложили прокомментировать эти слова. Они спрашивали про мой МРТ. Губернатор Миннесоты Тим Уолтс попросил вас опубликовать результаты МРТ. Губернатор Уолтс? Вы имеете в виду некомпетентного губернатора Уолтса? Так что, если они хотят это опубликовать, для меня нет проблем. Пусть публикуют. Все идеально. Это как мой телефонный звонок, когда меня, вы знаете, пытались подставить. Абсолютно идеально. Так что, если хотите узнать об этом или опубликовать, хотите, чтобы это опубликовали. News Nation. Не справляются? Провал. Провал News Nation. Кстати, News Nation работает ужасно, но если хотите опубликовать, я разрешаю. Что именно они проверяли? Для чего? Публиковать? Какая часть вашего тела проверялась МРТ? Понятия не имею. Это было просто МРТ. Какая часть тела? Не мозг, потому что я проходил когнитивный тест и справился на отлично. Я получил идеальный результат, чего вы бы никогда не смогли. До свидания всем. И вам тоже. Папа Римский Лев XIV продолжает поездку по Ливану. Утром он направился к гробнице святого Шарбеля в монастыре святого Марона. Ливан с крупнейшей долей христиан на Ближнем Востоке страдает от последствий конфликта в Газе и столкновений между Израилем и террористической группировкой Хезболла. Папа Римский помолился за мир в Ливане и за его пределами, призывая всех обратиться к Богу и просить дар обращения для каждого. Позже он встретится с лидерами различных религиозных общин Ливана, а также представителями христианской, суннитской, шиитской и друзской общин, иммигрантами, призывая к взаимопониманию и поддержке каждого, кто ищет убежища. Папа Римский призвал их не покидать Ливан, несмотря на многолетние конфликты, политический кризис и экономические трудности. Опыт побуждает нас занять позицию, чтобы никто больше не был вынужден бежать из своей страны из-за бессмысленных и жестоких конфликтов, и чтобы тот, кто стучится в двери наших сообществ, никогда не чувствовал себя отвергнутым, а был принят с теми словами, которые сама Лорен сказала «добро пожаловать домой». Спасибо, что следили за событиями вместе с нами. Впереди новые выпуски «Одного дня». До свидания.